Когда мы говорим о визуальной поэзии в кино, имя Кар Вая звучит одним из первых. Это режиссер, способный превращать простые истории в тонкие, многослойные полотна из образов, звуков и эмоций. Я посмотрел все его фильмы, от дебюта до последней работы, и хочу рассказать о каждом из них, чтобы вместе проследить, как рождался и развивался один из самых узнаваемых стилей в мировом кинематографе. Это путешествие во внутренний мир режиссера, где любовь всегда не вовремя, а время течет нелинейно. Первый полнометражный фильм Кар Вая – это гангстерская драма, вдохновленная «Лицом со шрамом» и гонконгским криминальным кино 80-х. История о гангстере Ваке, который пытается удержать младшего друга от разрушительного пути, на первый взгляд выглядит довольно шаблонно. Но уже здесь виден фирменный стиль режиссера: неоновые огни, замедленные кадры, музыка, передающая больше, чем диалоги. Вонг Кар-вай обращает внимание не столько на действия, сколько на эмоции героев. Это не боевик, это история об одиночестве и неосуществимом желании быть понятым. Фильм, с которого началась настоящая мифология Кар-вая. История о молодом ловеласе по имени Йоксу, который не способен ни любить, ни быть любимым. Перед нами не один, а сразу несколько персонажей, связанных между собой тонкими нитями тоски, потери и ностальгии. Это первый фильм, где оператором выступил Кристофер Дойл. С этого момента визуальный стиль Вонга стал по-настоящему узнаваемым. Мягкий фокус, цветовые фильтры, замедленное время. «Дикие дни» — это кино не о сюжете, а о настроении, и это настроение — тоскливая невозможность быть с тем, кого хочешь. Два новеллистических сюжета, две любовные истории в одном городе, в одном ритме, но с разным звучанием. Молодой полицейский, который ест ананасы с истекшим сроком годности в надежде, что любовь не закончилась. И другой, который не замечает, как о нем заботится таинственная девушка из закусочной. Фильм, наполненный абсурдом, легкостью, свободой. Кар-вай буквально снимал его без сценария, полагаясь на импровизацию. Это кино о надежде и случайностях, которые могут изменить нашу жизнь, если мы достаточно внимательны к деталям. Мрачная, ночная противоположность Чункинского экспресса. Здесь все происходит после заката в городе, который будто бы никогда не спит, но и не живет по-настоящему. Наемный убийца, его помощница, немой парень, который влезает в чужие жизни, все они живут на грани отчуждения. Это один из самых стилистически насыщенных фильмов Кар-вая. Он предельно фрагментирован, дерганый, неоновый, но в этой какофонии образов есть странная, болезненная красота. Это фильм о невозможности быть с другим, даже если ты находишься рядом. Фильм, снятый в Аргентине, рассказывает о гомосексуальной паре, пытающейся наладить отношения вдали от родины. Это, пожалуй, одна из самых откровенных работ Кар-вая. Главные герои постоянно расстаются и сходятся, мучают друг друга и себя. Режиссер показывает их отношения без морализации, но с глубокой эмпатией. Визуально это смесь черно-белых и цветных сцен, жесткий ритм и камерная подача. Фильм получил «Пальмовую ветвь» за режиссуру в Каннах и стал поворотным моментом в карьере автора. Продолжение любовного настроения, но гораздо более абстрактное. Главный герой Чоу Мо Ван пишет фантастический роман о поезде, уезжающем в 2046 год, куда люди отправляются, чтобы сохранить воспоминания. Сюжет раздваивается, реальность и вымысел сливаются. Здесь Кар-вай развивает тему памяти, времени, утраты. Фильм требует вдумчивого просмотра, он сложен, многослоен, но невероятно красив. Это не столько продолжение предыдущего фильма, сколько размышление о том, как мы переживаем прошлое. Первый и единственный фильм режиссера на английском языке.
снят в США с участием Норы Джонс, Джуда Лоу и Натали Портман. Многие критикуют этот фильм за поверхностность и попытку перенести фирменный стиль Вонга в другой культурный контекст. Но даже здесь есть моменты, где визуальный язык Кар Вая проявляется: крупные планы, неон, рефлексия. Это скорее эксперимент, чем шедевр, но важный шаг в его карьере. Фильмы Вонга Кар Вая – это не истории с четким началом и концом. Это воспоминания, эмоции, фрагменты жизни, увиденные сквозь пелену времени. Он говорит о любви, одиночестве, попытках сохранить то, что ускользает. Его стиль – это язык чувств, понятный каждому, кто хоть раз кого-то терял. Если вы любите кино, которое не диктует, а предлагает почувствовать, Вонг Кар Вай станет для вас откровением. Спасибо за просмотр. И не забудьте подписаться. До встречи!